Салют, друзья! Сегодня наконец-то добрался до обещанного обзора на отличный, по моему мнению, смартфон Realme Neo 7, который в последнее время хорошо так просел в цене. На момент публикации этого ролика его можно приобрести всего за 18 тысяч, и это за смартфон, который демонстрирует колоссальную производительность, выдавая сумасшедшие цифры в бенчмарке Antutu 10. Он также получил достойные камеры с оптической стабилизацией и не боится практически любых внешних воздействий. Присаживаемся поудобнее, запасаемся вкусняшками, вы на канале Фэншоп полезный и не очень, у микрофона Георгий, и мы начинаем. Поехали! Начнем с комплектации, здесь все по стандарту, немного макулатуры, скрепка, приятный качественный чехол, блок питания на 80 Вт с шнуром, ну и непосредственно сам девайс. У меня версия в темно-синем исполнении, есть также варианты в сером и черном цветовых палитрах. Дизайн смартфона выполнен в космической тематике, материалы корпуса поликарбонат, он довольно практичный, но отпечатки пальцев на нем все равно остаются, это все же не глянец, за это Realme отдельная благодарочка. Сборка на высоте, традиционно для Realme, ничего не хрустит и не люфтит. Пробежимся по кнопкам и элементам управления. На правом торце разместилась кнопка питания и качели регулировки громкости. В нижней части расположились решетка динамика, разъем USB-C для зарядки, микрофон и лоток для сим-карт. Он у нас на 2 сим-карты, без поддержки карт памяти, так что определяйтесь с объемом памяти заранее. Левая сторона у нас свободна. В верхнюю часть вынесены инфракрасный порт, динамик и еще один микрофон. На тыльной стороне расположились прямоугольный блок камер и надписи Realme и Neo. Выглядит все довольно симпатично. Кому нравится дизайн, плюсуйте в комментариях. Размеры аппарата составляют 162,5 мм в высоту, 76,3 мм в ширину, при толщине 8,5 мм. Масса смартфона составила 213 грамм. Довольно увесистый кабанчик получается. С одной стороны, это внушает чувство качества и надежности, с другой, он может показаться несколько тяжеловатым для длительного использования в одной руке. Однако эргономичная форма с закругленными краями частично компенсирует этот недостаток. Наличие боковых граней, скошенных под определенным углом, способствует улучшению хвата и предотвращает случайное выскальзывание. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал, там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. 6,78-дюймовый плоский AMOLED дисплей с разрешением 2780 на 1264 пикселя обеспечивает яркую, насыщенную картинку с глубокими черными цветами и отличной контрастностью. Плотность пикселей 450 точек на дюйм, что более чем достаточно для комфортного просмотра видео в высоком разрешении, игр, а также чтения текста. Отсутствие изгиба экрана — это плюс для тех, кто предпочитает классический дизайн. Он меньше подвержен риску случайных касаний краев дисплея во время использования, хотя в последнее время с изогнутыми аппаратами такое редко случается. Частота обновления экрана 120 Гц, причем она адаптивная. Максимально заявленная яркость 6000 нит, правда в HDR режиме. В обычном же сценарии она доходит до 1600 нит, что тоже довольно неплохо. Проблем на солнце у вас не возникнет, все читабельно и различимо. Матрица поддерживает HDR10+ и прикрыта прочным закаленным стеклом Crystal Armor, обеспечивающим достаточную стойкость царапинам и ударам. Помимо всего прочего, также стоит обратить внимание на минимальные рамки вокруг экрана. Соотношение матрицы к корпусу составило почти 91%, что не может не радовать. С шимом у аппарата тоже все в полном порядке. На максимальной яркости она доходит до 23%, при половинной яркости 18%, а на минимальном значении его предел доходит до 25%, что отличнейший такой результат. А это значит, что глаза ваши уставать совершенно не будут при любых сценариях использования. С экраном у нашего героя полный порядок. Все действительно на высшем уровне. Это один из тех дисплеев, после которого сложно вернуться к чему-то попроще. Честно говоря, я теперь различаю на YouTube не только пиксели, но и муки совести у блогеров, которые выставили свет неправильно. Переходим к производительности. Сердцем этого аппарата стал довольно мощный топовый чипсет MediaTek Dimensity 9300+. Это прошлогодняя флагманская платформа, которая демонстрирует отличные показатели. Похоже, питается она не электричеством, а чистой яростью самурая. В синтетических тестах он демонстрирует шикарные показатели. Более 2 миллионов баллов в Antutu 10.
Это примерно как заставить калькулятор рассчитывать смысл жизни. И он справляется. Любая игра запускается на максимуме так резво, будто в виртуальных персонажей сзади привязан этот самый смартфон. В связке с процессором работает быстрая оперативная память формата LPDDR5X и не менее быстрая постоянная, типа UFS 4.0. У меня версия на 12256 ГБ, есть также версии вплоть до 16512 ГБ. С охлаждением у аппарата все тоже довольно неплохо. После часового марафона он совсем немного тепленький, а это говорит нам о том, что система охлаждения работает довольно эффективно. Так что данный аппарат можно смело рассматривать как мобильное игровое решение. Вот небольшой пример гейминга. С мощью разобрались, переходим к камерам. Основной сенсор на 50 мегапикселей Sony IMX882 с оптической стабилизацией и апертурой f1.9 с фокусным расстоянием 26 мм. Может снимать видео вплоть до 4К при 60 кадрах. И делает он это вполне сносно. Вот небольшой пример. 60 кадров. 60 кадров. Вот и свет. Вот так он снимает против света. Кстати, еще один нюанс. Здесь уже снимаю в 4К. Второй сенсор 8-мегапиксельный ширик Sony IMX355 с фокусным расстоянием 16 мм и апертурой f2.2. Получил цифровую стабилизацию. Включаться во время съемки на ширик не получается. Приходится снимать либо на ширик, либо на основную камеру. Шишечки. Ой, ну замечательно. Хорошо. Селфи-камера стандартная на 16 мегапикселей с апертурой f2.4. Может писать видео вплоть до Full HD при 60 кадрах. В общем и целом фото-видео возможности очень даже неплохие, с хорошим потенциалом. В правильных руках можно получить прекрасные материалы. Летим дальше. Аккумулятор. Он здесь кремний-углеродный на 7000 мАч. Это не батарейка, это, простите, энергоноситель. Он легко переживет полный день самого интенсивного использования, который включает в себя 10 часов соцсетей, 5 часов игр, 3 часа съемки видео и 6 часов паники от того, что вы забыли зарядить. А если он все-таки сел, то 80-ваттная зарядка восполнит заряд с 0 до 100% быстрее, чем вы успеете осознать всю глубину своей зависимости от гаджета. Что касается звука, то здесь наш герой не падает лицом в грязь. Полноценные стереодинамики выдают прекрасное сочное звучание, которое с достоинством оценят любители высококачественного контента. Ну и куда же без фишек модного нынче искусственного интеллекта, с полным пакетом возможностей от мгновенного перевода текстов на разные языки до удаления ненужных объектов с фотографий. Конечно, надо рассказать и о главном достоинстве последних смартфонов Realme. Это сертифицированная защита по стандарту IP69. Он не боится ни дождя, ни пыли, ни полного погружения в воду. А это серьезный такой плюс. По коммуникациям все на уровне. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, инфракрасный порт, NFC модуль и наличие 3 и 20 бенда. По GPS все прекрасно с точностью до 1 метра. MediaTek всегда выигрывал у Qualcomm в этом аспекте. Работает смартфон на операционной системе Android 15 под управлением фирменной оболочки Realme UI 6.0 из коробки. В заключение можно сказать, что Realme Neo 7 это идеальное сочетание мощной начинки, стильного дизайна и широкого функционала. Его высокая производительность, достойная камера, емкий аккумулятор и надежная защита делают его одним из лучших вариантов на рынке. Это устройство, которое не разочарует даже самого требовательного пользователя. Его золотой баланс цены и качества делают его лучшим вариантом в своем ценовом сегменте. Пишите, друзья, в комментариях, как вам данная модель, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, заглядывайте на другие мои площадки, Rutube, ВК, платформа Дзен, ну и конечно же Telegram, там много всего интересного. Всем мира, добра и позитива, и пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч, пока-пока.